Института русских исследований Московского гуманитарного университета, директор Института системно-стратегического анализа, это мой институт, который я создал. Я академик Международной академии наук Инсбрук, Австрия. Значит, тема сегодняшней нашей беседы, потому что я вообще привык работать в режиме беседы, хотя, в общем, мы ее делим на две части. Я говорю, потом, так сказать, вы задаете вопросы. 2012 год. Основные события, вехи. То есть я выбрал события по каждому месяцу. Мы пройдем по ним, и, в общем, на первый взгляд, они могут показаться не связанными друг с другом, какие-то из них действительно не связаны, но в принципе они выстраиваются в некую схему, особенно если их совместить с 2011 годом и с тем, что сейчас происходит. Ну, кроме того, вообще в свое время, так сказать, французский историк Брадель сказал: события – это пыль. Он имел в виду, что суть многих событий выявляется, когда ты их помещаешь в широкую временную и пространственную перспективу. В этом плане мы посмотрим, что происходило. Итак, 2012 год, январь. Для января я выбрал визит Киссинджера в Москву. Кто такой Киссинджер, так сказать, понятно. Человек, который давно уже формально не удел, но человек, который занимает очень важное место в иерархии западной. Это человек Рокфеллеров, это очень важный человек в ложе Бнай Брит, это еврейская ложа масонская, квазимасонская, которая была создана в 1843 году по инициативе британцев. Дело в том, что в 1840 году Палмерстон, премьер-министр Великобритании, понял, что нужно что-то делать на Ближнем Востоке, поскольку Россия могла зацепиться, она защищала интересы православных в Османской империи, французы интересы католиков, а вот у англичан игры не было. И англичане тогда решили, что они будут защищать армянские и еврейские диаспоры. И начали создавать эти структуры на Ближнем Востоке. А потом Палмерстон очень хорошо понял, вообще это был серьезный человек, это был серьезный враг России. Он понял, что то же самое можно сделать с Америкой, а в это время шла эмиграция евреев из Германии, из Баварии, точнее, даже в Америку, и там уже появились первые иллюминаты. И он подумал, что хорошо бы, если бы и в Америке была некая структура, которая ориентировалась бы на Великобританию, потому что главной задачей британцев, начиная с откола американских колоний, было вернуть колонии в британскую, так сказать, систему влияния, что в значительной степени и получилось после ползучего переворота 1963-1974 года, который начался убийством Кеннеди и закончился импичментом Никсона. Так вот, визит Киссинджера был очень интересным, потому что после его визита, его встреч с Макфолом, нельзя сказать, что совсем интонации Макфола изменились, но они изменились. И хотя он продолжал встречаться с болотной шантропой, но тем не менее тональность уже была другая. То есть вот этот визит показал, как решаются, так сказать, проблемы на самом верху пирамиды мировой, неформальным образом. И это лишний раз говорит о том, насколько наша политология и социология – это две науки, которые ловят только то, что совсем наверху. И меня умиляет, когда в 90-е годы возникли надежды на то, что придут политологи, они все объяснят. Ведь реальная власть – это тайная власть, закрытая власть. Политология принципиально не имеет языка и понятийного аппарата для анализа этих феноменов. И вот визит Киссинджера, он лишний раз это показал, как сказал бы Набоков, со стеклянной ясностью. Февраль. 42-й Всемирный экономический форум в Давосе. Он был очень интересен тем, кого из наших позвали? Позвали Каспарова, позвали человечка по, сказать, фамилии Иванов, Игорь Иванов, это бывший министр. Кстати, за год до этого позвали только одного человека из России, но позвали его не как представителя России, а как представителя Швеции. Это Мордашов, который очень здорово вложился в шведский бизнес, таким образом, что его здесь уже тронуть очень, сказать, трудно. Что интересного произошло на этом форуме в Давосе? Этот форум показал, что антилиберальная тенденция в мировой верхушке нарастает. Доктор Клаус Шваб, немец, который вел Давосский форум, сказал открытым текстом: капитализм не соответствует тому миру, который существует вокруг нас. И для меня это было лишнее свидетельство того,
ну, правоты того, о чем я пишу. Одна из моих главных идей заключается в том, что мировая верхушка, мировой капиталистический класс демонтирует капитализм уже с середины 70-х годов. Также, как в свое время сеньоры демонтировали феодализм. Есть такая, сказать, схема буржуазной революции, которая выдвинула либеральные мысли, а марксисты подхватили. На самом деле в реальности все было по-другому, и историческая наука за последние 50 лет это очень хорошо показала. Реальность была другой. То же самое происходит и сейчас. Капитализм свое отработал, и чтобы с верхушки этого строя сохранить привилегии, власть и позиции, им нужно демонтировать этот строй. Что они и делают. Правда, они упираются, и чуть позже об этом скажу, упираются в одну очень важную задачу, которая, сказать, не стояла перед сеньорами. Им нужно существенно сократить мировое население. И вот это действительно очень серьезная, сказать, проблема. То есть проблема, которую одна из составляющих, проблема 3D. Деиндустриализация, депопуляция и дерационализация сознания и поведения людей. Когда на Давосском форуме немец и известный экономист говорит, что все, с капитализмом надо заканчивать, это очень важная вещь. Это некое указание. Правда, Жак Аттали пишет о необходимости демонтировать капитализм уже лет 15. Причем он очень интересный термин придумал, что должно прийти на смену капитализму. Глобальная распределительная экономика. Распределительная. Но это уже, сказать, совсем не либерально. Речь идет о распределении ресурсов. Март. Событие, которое на первый взгляд кажется не очень важным. 19 марта 2012 года Обама подписал исполнительный указ, который определяет действия правительства США в чрезвычайных ситуациях. И там расписано, что правительство в случае чрезвычайной ситуации берет под контроль все материалы в стране. Слово material с английского переводится вообще практически как все. И изымает в случае необходимости технику, ресурсы. Это прямое нарушение принципа частной собственности. Две причины подталкивают к этому. Во-первых, нарастающая угроза серьезных социальных волнений в США, о чем у нас очень мало, наши средства массовой информации практически об этом не пишут, о том, что происходит в США сегодня, насколько там накаляется ситуация. У нас только написали о социологических опросах. По опросам больше половины населения американцев, причем чем выше достаток, тем больше этот процент, говорят о том, что они видят в будущем обострение классовой борьбы в Америке. И вторая вещь – это угрозы геоклиматической катастрофы, которая становится все более и более серьезной. И вот этот исполнительный указ, Executive Order 19 марта, он, ну, у нас наши СМИ, они вообще не обращают внимания на то, что происходит с угрозой геоклиматической катастрофы. Отчасти потому, что это такая табуизированная тема, отчасти по тупости. Но вот этот момент очень важный. Пожалуй, одно из самых главных событий прошлого года. 4 апреля в газете Süddeutsche Zeitung появляется стихотворение Гюнтера Грасса, Нобелевского лауреата, «Was gesagt werden muss», то, что должно быть сказано. Это стихотворение, в котором Гюнтер Грасс резко подвергает критике Израиль за его политику в отношении Ирана и говорит о том, что израильская политика может привести к тому, что иранский народ исчезнет и что израильтяне неправы. И вот у нас об этом тоже очень мало писали, но везде мало писали о том, где было опубликовано это стихотворение. Оно было опубликовано прежде всего в Süddeutsche Zeitung, в немецкой газете, это понятно, Гюнтер Грасс немец. Но если бы этим все ограничилось, тут же был сделан перевод, и одновременно стихотворение было напечатано в Итальянской Републике, это одна из главных итальянских газет, Эль Паис, главная испанская газета, и Нью-Йорк Таймс. Как вы думаете, на каком уровне должно произойти было согласование, что собрались главные редакторы этих газет или президенты Италии, Испании и других стран и договорились, а пусть-ка Гюнтер Грасс опубликует тут у нас свое стихотворение? Нет. А сама публикация, почти одновременная в 4 газетах крупнейших, означает, что решение принималось так же, как решение об аресте Строс-Кана, на уровне намного выше, чем уровень президента США. Это на уровне структур наднационального согласования и управления. Не путать с мировым правительством, которого не было, нет и, скорее всего, не будет. Речь идет о наднациональных структурах согласования и управления. Что означает это стихотворение? Ну, прежде всего,
это стихотворение означает, что меняется статус Германии в современном мире. И не только потому, что в 2010 году немцы, 3 октября 2010 года, немцы закончили платить репарации по Первой мировой войне. Они выплатили, если перевести в золото, 100 тысяч тонн золота. То есть немцы рассчитались по Первой мировой войне. Со Второй мировой войны они еще раньше рассчитались, точнее рассчитались нацисты, потому что, так сказать, откупное, которое нацисты выложили за спасение верхушки Рейха, оно было, так сказать, запредельным совершенно. Кроме того, это показатель того, что Германия может теперь высказываться по очень серьезным проблемам. Я хочу напомнить, что первый заход идеологический против мультикультурализма, который является интегральным элементом неолиберальной схемы, сделала Меркель. То есть Меркель разрешили выступить против мультикультурализма. Вторым выступил Кэмерон, причем он выступил в Мюнхене в Германии, и затем только Саркози. Причем получилось интересно, Меркель выступает против мультикультурализма, Кэмерон тоже. Наш Медведев тут же говорит: нет, мы за мультикультурализм. И тут же Саркози забивает последний гвоздь и говорит, что мультикультурализм провалился. Так вот, вот это выступление Гюнтера Грасса, оно покруче будет, потому что кого выбрали для выступления такого рода? Гюнтер Грасс, ну, конечно, Нобелевский лауреат, но с ноября 1944 по апрель 1945 он служил в Waffen-СС. Он эсэсовец бывший. И вот этот бывший эсэсовец выступает с критикой Израиля. Это первый раз с 1945 года немцу разрешили выступить с критикой еврейского государства и Израиля. Это, во-первых, это черная метка Израилю, что меняется ситуация на Ближнем Востоке, и Израиль в такой функции, в которой он существовал, он не нужен более, потому что другие люди будут заниматься, так сказать, Востоком, исламисты будут решать проблемы теперь жандармирования Ближнего Востока. То есть получается, что Тойнби был прав, когда в 1967 году сказал, что Израилю существовать лет 60, не больше. И вторая вещь, безусловно, это снимает с Германию главную идеологическую узду, которая существовала 60 лет. Это неизбывная вина немцев перед еврейским народом. Причем очень интересно, что часть израильского общества раскололась. Истеблишмент раскололся. Часть, люди типа Нетаньяху, начали говорить, что это безобразие, фашисты и так далее. А вот газета «Гаарец», одна из центральных израильских газет, сказала, там была передовая статья, в которой говорилось: а в чем, собственно, дело? А что, немец не имеет права критиковать евреев? То есть это означает, что в самой мировой верхушке нет единой точки зрения по этому вопросу, но в принципе пересиливает та линия, которая посылает черную метку Израилю по поводу, сказать, того, как он себя должен вести на Ближнем Востоке, чтобы он, не дай бог, не стравил раньше времени Соединенные Штаты и Иран, а с другой стороны изменилось положение Германии в современном мире. И я не могу сказать, что это очень хорошо, поскольку есть еще один процесс, который параллельно с этим идет. Тот же Гюнтер Грасс все время говорит, что Советы виноваты в той же степени, что и Гитлер во время войны. То есть идет такая ползучая реабилитация, чуть подробнее я об этом позже скажу, идет ползучая реабилитация Третьего Рейха. Вот и поскольку я активно занимаюсь Четвертым Рейхом, меня интересует все, что связано с этой реабилитацией, потому что это очень серьезный процесс. Это то, над чем работали в течение 30 лет Мартин Борман, Камлер и, сказать, те люди, которые строили Четвертый Рейх. Май. Скандал в Ватикане, который вот заканчивается буквально на наших глазах. Это публикация секретных документов Бенедикта XVI, и по сути это попытка разгрома систем политического влияния Ватикана. Это очень важная вещь, потому что в будущем, после капиталистическом мире, не должно быть много центров силы, а Ватикан — это, безусловно, одна из мощнейших структур и интеллектуальных, и религиозных, и финансовых, и разведывательных, и подсечь ее влияние — это одна из задач противоположной стороны. Причем подсекание идет разными способами. Например, «Код да Винчи» фильм – это удар по Ватикану. А католическая церковь наносит ответный удар. Она вкладывает в фильм в «Гарри Поттер», который есть реклама ордена госпитальеров. Фильм этот вообще выполняет много функций, но помимо прочего, те люди, которые занимаются религиозными орденскими структурами, это реклама ордена госпитальеров. Школа Хогвартс, одежда, которую носят ее ученики, это орден госпитальеров, то есть мальтийский орден, который занимает очень важную структуру в мировой верхушке. Это орден, который осуществляет оперативную связь между Ми-6 и ЦРУ с одной стороны и Ватиканом с другой. То есть
С одной стороны вражда, с другой стороны, сказать, общие дела там и так далее. Но это обычная нормальная вещь. Так вот, скандал, после которого начало, сказать, все вышло на финишную прямую, произошел 29 мая. 30 мая, буквально на следующий день, в другой области очень интересное событие. Известие о создании Рокфеллерами и Ротшильдами совместного траста в 40 миллиардов долларов. 40 миллиардов долларов для Рокфеллеров и Ротшильдов по независимым оценкам совокупное богатство Ротшильдов 3,2 триллиона долларов. Когда нам Forbes пишут, что Гейтс и Уоррен Баффет там, с их 60 или там, 70 миллиардами, это самые богатые люди, но это как Галич пел, это рыжий все на публику. Что такое 70 миллиардов? Что такое 60 миллиардов? Ведь все прекрасно понимают, что главные богатства это семейные богатства. А кроме Ротшильдов, и Ротшильд и Рокфеллер это не первая линия. Первая линия это барухи, которые в 1613 году создали Standard Chartered Bank, который считается банков. И его, кстати, положение особое этого банка заключается в том, что когда публикуются списки банков, этого банка в списках нет. И это и есть показатель, что вот этот банк, то есть разыгрываются места с 1 по 50, а вот есть нулевое место, оно не разыгрывается. Мы не участвуем в игре. То есть профессионалы с дворовыми командами не играют. Так вот, 40 миллиардов долларов. Что такое эти 40 миллиардов долларов? Ну, наши экономисты, некоторые, причем довольно толковые, которых я очень уважаю, начали говорить, это создается общак, чтобы встретить кризис. Какой кризис с 40 миллиардами, когда есть триллионы? Да они, как говорил один из героев фильма «Адъютант его превосходительства», у него денег больше, чем у вас в галифе и во всем киевском казначействе. Вот это вот как раз такая ситуация. Значит, здесь очень интересно вот что. Кто сколько дал денег? Рокфеллеры дали 37 миллиардов, Ротшильды 3 миллиарда. От Рокфеллеров подписывал все Дэвид, то есть главный человек, а от Ротшильдов, так сказать, человек, который в семействе Ротшильдов считается, так сказать, деревенским дурачком, таким полуизгоем. То есть это была на самом деле публичная акция, которая показала, что в борьбе Рокфеллеров и Ротшильдов, время, когда побеждали Рокфеллеры, ведь если огрублять, я сознательно огрубляю ситуацию, Рокфеллеры выиграли у Ротшильдов 2 мировые войны. Рокфеллеры выиграли у Ротшильдов в 30-е годы Советский Союз, потому что Сталин договорился с Рокфеллерами о финансировании наших пятилеток. И поскольку на этом уровне никто никого до конца не убивает, водяное перемирие, убивает людей из пятой сотни Кеннеди, которые начинают себя вести как отморозки, а люди из первой пятидесятки, они неприкасаемые, поэтому здесь до конца никого не убивать, не добивать не будут. Но, тем не менее, загнать в ситуацию, когда противоположная сторона просит, сказать, перемирия, это святое дело. Что и было сделано 30 мая. И ныне действительно Рокфеллеры находятся в состоянии обороны, потому что Ротшильды готовили свой удар после Второй мировой войны. Так получилось, что когда была создана Федеральная резервная система, там в основном были ротшильдовские структуры. Но потом в результате 2 мировых войн туда вышли активно Рокфеллеры. И удар по доллару, в конечном счете, это удар Ротшильдов по Рокфеллерам. Трудно сказать, чем это закончится, потому что здесь очень важен китайский фактор. Вообще нужно сказать, что в 2012 году борьба Ротшильдов и Рокфеллеров велась сразу на нескольких площадках. Китай, Россия и США. В США им нужен был Обама, они его получили. В Китае они убрали человека, который явно, они боялись его очень, сказать, это история с Бо Силаем. Значит, Бо Силай, это был секретарь ЦК Компартии Китая по госбезопасности. Он погорел на том, что его, сказать, такой ближний человек, по-моему, из провинции Сычуань, он делал бизнес с англичанином, одним бизнесменом, который, скорее всего, был агентом серьезным Ми-6. Ну и по совместительству он был любовником жены вот этого, сказать, компаньона Бо Силая. Такая известная была в Китае гламурная адвокатесса. Ну, не Ксюша Собчак, ну, классом повыше, но очень такого же типа. Вот. И когда эти ребята поняли, что он из Ми-6, они не нашли ничего лучше, как его, так сказать, травануть. Но скандал вышел. Думаю, скандал вышел, так сказать, моя версия, прямых доказательств нет. Вот. Но я, вы знаете, я вообще очень люблю систему косвенных свидетельств. Историки их очень не любят. Я в этом отношении люблю очень, так сказать, говорить, что я в таких ситуациях не историк, а следователь по особо важным историческим делам. Меня устраивают косвенные свидетельства. В качестве примера нам рассказывают, что в июле 2018 года привели 11 членов царской фамилии. Вошли еще 7 человек и начали их
расстреливать. Но поскольку у меня друзей очень много криминологов, и я, так сказать, вот повернут в эту сторону, у меня первый вопрос такой: площадь этой комнаты, в которой расстреливали. Площадь такова, что если бы там 7 человек расстреливали 11, они все стали вот рядом, так сказать, и в режиме танца Летка-Янка должны были друг друга расстреливать. Там, там столько не помещалось народу. Но традиционные историки, они этого вопроса не ставят, потому что вот им сказали, расстреляли 18, вот историк в общем, поверил. То есть так устроена профессорско-профанная наука, что вот, так сказать, они всему верят. Возвращаясь к нашим этим вещам, Рокфеллеры тесно связаны с Ватиканом. И нынешний уход папы – это, безусловно, так сказать, еще одно ослабление позиций Рокфеллеров. Да, и две другие площадки. Значит, Обама нужен был, так сказать, Обама выиграл. А вот у нас здесь не получилось так, как хотелось Ротшильдам, потому что ставили они совсем, так сказать, на другую фигуру, и вышло все совсем по-другому, и не зря сюда приезжал Киссинджер. То есть, если бы, да, хотя Босилая убрали, но Си Цзиньпин, которого Ротшильды почему-то считали, что он будет играть в их игры, он недавно сделал заявление. Он сказал, что если мы будем себя вести как Горбачев, то мы и кончим как Горбачев, поэтому мы должны вести себя по-другому. То есть он, в глазах китайского общества, он, сказать, абсолютный Си Цзиньпин, абсолютный маоист. И вообще китайцы очень интересуются одной проблемой. У них есть институт, вот я с ними, сказать, контактирую, институт СССР называется, 200 человек. Они занимаются только одной проблемой. Как развалился СССР, как разрушили СССР. Их это интересует больше всего, потому что китайцы очень боятся этого. Разрушение Китая по советской модели для них будет означать такую кровь, что мало не покажется. Поэтому, когда были события на Тяньаньмэнь в 1989 году, которые нам представляют в качестве... Это студенты вышли митинговать, с этого началось. Но если это студенты митинговали, почему в Пекине за 6 дней оказалось в Пекине 1000 сожженных танков? Это студенты на танках там гоняли. На самом деле это был самый настоящий переворот, где китайского Горбачева поставили на место. И в результате в Китае, то есть если в Китае началась перестройка, то это было бы не как у нас. Гражданская война шла бы не по периферии, а она бы в центре шла, потому что это такая китайская традиция. Я понимаю, что членам китайского политбюро было трудно отдать приказ о разгоне студентов, с чего началось, потому что там были их внуки, племянники, их дети. Но они сделали единственно нужный выбор, потому что так нужно было действовать. Кстати, я хочу напомнить, что незадолго до событий туда приезжал Горбачев, который очень активно говорил за демократизацию там, и так далее. Вообще, те, кто помнит эти времена, наверное, помнят, что Горбачев очень активно тогда катался по странам социалистического лагеря, везде сказать, к демократии призывал. У него сорвалось только в Румынии, где Чаушеску ему объяснил, что, сказать, ничего не будет, и Чаушеску за это поплатился жизнью. И на Кубе. Но на Кубе совсем не прокатило, потому что когда Горбачев приехал устраивать на Кубе нечто вроде, сказать, перестройки, те люди, которые могли ориентироваться на горбачевский курс, были уже арестованы, потому что у Кастро одна из лучших спецслужб в Латинской Америке, а может и не только в Латинской Америке. У меня дома есть в моем архиве замечательная фотография. Горбачев на Кубе сидит со своей вот этой дурацкой улыбкой, смотрит в зал, а рядом стоит Фидель Кастро и смотрит на него внимательно с презрением и удивлением, потому что Кастро-то знает, зачем он приехал, и знает, что зря приехал, потому что уже всех арестовали. Вот. Это очень интересно. Вообще, ну, кубинские спецслужбы – это отдельная вещь. Моя любимая страна, куда я люблю очень ездить. Это серьезная очень вещь. И мне жаль, если Куба рухнет, потому что, в принципе, там сейчас ситуация в стране такая. Теневая экономика все уже взяла под себя. И ждут все, когда умрут братья Кастро, потому что, ну, у кубинцев в голову не приходит, что вот пока братья Кастро живы, там может что-то вот такое произойти. Но когда братья Кастро умрут, я боюсь, что Куба ляжет под американцев в прямом и в переносном смысле этого слова. Следующее событие. 31 мая, 3 июня. Бильдербергский клуб в США собрался. Эта встреча была довольно спокойной. Они закончили все споры. У них 3 года назад конфликтная ситуация возникла, потому что там была прямо поставлена задача сокращения населения планеты к концу 21 века на 80%. Ну и поскольку люди понимают, о чем речь идет, то там возникло влиятельное меньшинство, которое объяснило. Оно сказало: ребят, вот в XIV веке черная смерть, когда косила в Европе население, она косила не только знатных и богатых, не только бедных, она косила знатных и богатых тоже. Так что вы, ребята, с этим аккуратней. И, по-видимому, судя по тому, что происходит сейчас в Африке, в Ливии, по-видимому, ставка сделана на традиционный способ решения вопросов: война и голод. То есть то, что мы сейчас видим в Африке, Мали, и очень многие вещи просто Африка не попадает в фокус
фокус, поскольку ну, на Африку, с одной стороны, все махнули рукой, а с другой стороны, какая-то информация просто не проходит, поскольку Африка – это зоны ресурсов на лет так через 10-15. И я все время говорю своим студентам в Институте стран Азии и Африки: ребята, учите суахили, учите африканс, потому что через 10 лет будете востребованы. Особенно если вы дополните свое знание африканских языков знанием рынка оружия, рынка алмазов, то вам цены просто не будет, потому что это как раз то, что будет, думаю, очень востребовано. Нынешний Бильдербергский клуб прошел очень спокойно. Вообще не нужно преувеличивать значение вот этих структур Бильдербергского клуба, трехсторонней комиссии. Я повторяю, это структура согласования. А Бильдербергский клуб вообще возник сначала и исходно был первые 15-20 лет как структура согласования династических и аристократических семей исключительно. И первым его куратором, руководителем был принц Бернхард, муж нидерландской королевы. Это очень интересный персонаж. Он работал в разведке IG Farben Industrie. IG Farben Industrie – это крупнейшая корпорация 20 века, по ней смоделировано все остальное было. Значит, немецкая разведка выросла из разведки IG Farben Industrie. Сама IG Farben Industrie – это крупнейшая корпорация в мире. Она возникла очень интересным образом. В 90-е годы 19 века Тевтонский орден распродал свои земли и вложился в банки, химическую и военную промышленность. То есть, когда мы говорим о немецком военно-промышленном комплексе, нужно помнить, что за ним маячит тень Тевтонского ордена. Просто Тевтонский орден превратился в нечто другое. Не стопроцентно, но тем не менее. Вообще нужно сказать, что очень многие формы в современном мире, которые нам кажутся очень современными, за ними стоят очень старые структуры, которые живут по своим принципам, которые очень не любят раскрывать секреты, которые ведут между собой подковерную, очень жестокую борьбу. Например, папа Иоанн Павел II ненавидел Тевтонский орден, и он очень много сделал для того, чтобы ослабить их позиции. И поэтому избрание немца было не случайным, потому что с внутрицерковной точки зрения нужно было восстановить баланс. Ну и так далее. То есть вот нынешнее собрание Бильдербергского клуба, оно было скорее сказать таким ритуальным. Июнь. Доклад Morgan Stanley Management. Это накат на нефтяников всего мира. Morgan Stanley Management в своем докладе зафиксировала, что нефтяники – это кровососы, так и было сказано, и что нужно конфисковать состояние кровососов, а также биржевых спекулянтов и кто нажил деньги воровским образом. То есть была зафиксирована необходимость конфискации молодых денег. И вот это очень интересная тема. Через несколько буквально месяцев мы к ней вернемся. Первое полугодие во Франции – это то, о чем не писала французская пресса и наша, антисемитская кампания, во главе которой стояли арабы. Евреи писали во французские газеты, французское телевидение, чтобы те как-то откликнулись на то, что делают арабы с евреями во Франции. Но французское правительство не хочет связываться с арабской диаспорой, хотя арабов значительно меньше, чем это кажется, по подсчету показывают, что их меньше, чем обычно думают. Вот. Но тем не менее французское правительство с ними связываться не хочет. И кампания эта была, вот все первое полугодие Францию трясло. Но мировые СМИ, в том числе и наши, как воды в рот набрали, ничего нет. Ничего нет. Конец лета. Очень важная вещь, которая на первый взгляд кажется ерундовой. Но что там наши, нам эти хуту-тутси? Значит, 17 августа главному прокурору Международного уголовного суда подан иск в отношении преступлений, совершенных нынешним президентом Руанды Кагаме, он из племени Тутси, геноцид против хуту. Это был 1994 год. Тогда было уничтожено около 1 миллиона людей. И что очень интересно, гарнизон ООНовский мог это задавить в самом начале, но они получили приказ не вмешиваться. И как потом сказал один из наблюдателей, о котором чуть позже скажу, приказ этот он был продублирован из Франции Миттераном, и приказ пришел от, как он сказал, наднациональных структур из Нью-Йорка. Что это за человек? Этот человек сейчас находится в розыске. В интернете наберите фамилию Синежук. Дело в том, что активно в событиях в Руанде участвовали украинские наемники и иностранный легион. Вот этот Синежук, он, по-моему, капитан или майор, и там еще был полковник Бондарь. Они сейчас оба в розыске. Но в розыске они, вот интересно, мир устроен. При всех
толерантностях, при всех политкорректностях. Значит, разыскивают их не за то, что они убивали африканцев. Дело в том, что за полгода до событий, даже за год, вот эти люди, которые все это готовилось, так сказать, не только африканцами. Значит, иностранный легион французский, его руководство и украинские наемники, они провели очень серьезную работу с белыми людьми. В Руанде жило очень много богатых белых людей. Значит, было все, так сказать, зафиксировано, у кого что есть. И когда началась резня в Руанде, эти люди обратились к белым, сказали: вы белые люди, мы белые люди, мы готовы вам помочь. Вы должны, сказать, идите к южной границе с тем, что у вас берите самые ценные, идите к южной границе, и мы там вас вытащим из страны. На южной границе всех этих белых людей физически уничтожили. Причем добили потом даже тех, кому удалось выбраться там нескольким людям в Германию и Францию. Их находили и уничтожали как свидетелей в Германии и Франции. Вот за это сейчас в розыске находятся Синежук и Бондарь. Синежук, кстати, написал с десяток стихотворений о том, что происходило. Причем он человек не бездарный, но стихотворение о том, вот как жгут, как насилуют, как убивают. Повторяю, стихотворения не бездарные, но по стихотворениям сразу видно, что это писал человек, который все это делал. Так что наберите в интернете. Правда, в интернете довольно регулярно это удаляют, но потом это опять появляется. В чем смысл? Вот Франция, африканцы давно уже хотели этого суда, но французы блокировали, а сейчас вдруг дали отмашку. Дело в том, что там не только французы замешаны, там примерно 3 десятка людей из мировой верхушки. Как мне объясняли, каким-то образом там, сказать, каким-то боком задел эту ситуацию наш Черномырдин, но ему уже, сказать, мертвым не больно, он уже ушел в иной мир. Кстати, как-то у нас незамеченным произошло то, что после его смерти через 3 или 4 недели ушел в иной мир его заместитель, бывший Бабичев, который совершенно здоровый человек. У меня никаких идей по этому поводу нет, но как-то, сказать, странно как-то. И Черномырдин, хотя он долго болел, но он вообще-то мемуары писал, а вообще мемуары — это такая вещь. Вот, например, Эйхман, которого израильтяне похитили из Аргентины, они прекрасно знали, где он живет. И только когда он начал писать мемуары и рассказывать о контактах сионистов с нацистами, вот тогда его похитили, судили в Израиле и казнили. Вообще писать мемуары — это такая штука опасная. 31 августа. Очень важная вещь. Вот как раз по поводу кровососов. Закончился суд, который журналисты назвали «Схватка двух кровососов». Абрамович против Абрамовича. То есть, понятно. Так вот, суд, коммерческий суд Высокого суда в Лондоне вынес свой вердикт, отказав Березовскому. Березовский не выиграл, но в ходе суда доказательно установлено, это так было сформулировано, что все, подчеркиваю, все российские капиталы 90-х, нулевых годов возникли преступным путем. И процесс Абрамович против Березовского, он заложил правовые основы для решения вопроса о конфискации практически любых российских зарубежных активов, государственных и частных. В Англии такое законодательство. Если человек платит, да, поскольку они, можно сказать, живут в Англии и платят налоги там, они под присягой давали, то есть это не вранье, то, что они говорили. Так вот, в Великобритании такое законодательство. Если человек платит налоги в Великобритании, то неважно, кому он дал взятку, хоть пингвину в Антарктиде $1, отвечать он будет в Великобритании. То есть суд Абрамович-Березовский, а на горизонте суд Дерипаска Черный, Леваев, Гайдамак. Так вот, но уже этот суд, юридически все основания для конфискации денег российских олигархов, если надо будет, без проблем. Потому что Абрамович рассказал абсолютно все. И Березовский тоже рассказал абсолютно все. Я когда вот это все смотрел по телевизору, я вспоминал мультфильм «Золотой ключик», когда там говорится, и одна пиявка так насосалась крови, что начала болтать. Вот они действительно очень много болтали. Причем логика их вывела, я не думаю, что они хотели все это рассказывать, но логика, британцы их раскрутили на это. И теперь это ждет своего момента, ждет выстрела. Так что этот суд был очень-очень интересный. И некоторые аналитики наши считают, что иском Березовского семья просто договорилась с британцами и сдала российский бизнес, решая свои проблемы. Вот как раз по молодым деньгам. В октябре в Токио состоялась ежегодная встреча Международного валютного фонда и Всемирного банка. И Лагард, это которая сменила Строскана, сказала, что громадное наследие госдолга 110% по отношению к ВВП для экономически развитых стран вполне соответствует уровню военного времени.
На таком уровне просто так ничего не говорится. Что значит соответствует уровню военного времени? Это не значит, что завтра война начнется, но это значит, что это можно и нужно конфисковать. Одна из задач сейчас мирового капиталистического класса, ну, понятно, что война может решить многие проблемы. Причем такая война не мировая, а очаговая, которая идет вот Мали, вот Южная Африка, вот условно там Бразилия, еще где-то. То есть такая очаговая война, она может решить эти проблемы. Но до этого можно некоторые проблемы решить, изъяв молодые деньги. У кого? Изъяв у тех, кто эти деньги наворовал. Это не обязательно российские олигархи, это бразильские есть олигархи, любые молодые деньги. И Лагард, по сути дела, она об этом сказала. И дальше произошла очень интересная вещь, по поводу которой есть несколько интерпретаций, я тоже выскажу ее. Сразу же после этой встречи Standard Chartered Bank, который создан в 1613 году, повторяю, Барухов, это люди вообще неприкасаемые, просто неприкасаемые. Это даже не Ротшильды и не Рокфеллеры, это барухи. Их оштрафовали на 340 миллионов долларов. Сумма небольшая, но здесь символически барухи позволили себя оштрафовать на 340 миллионов долларов. Я думаю, моя версия такова, я на ней не настаиваю, но у меня другого объяснения нет. Это было сделано сознательно, чтобы показать, никто не отвертится. Уж если барухи не вякнули, что их штрафуют, то уж какие-нибудь там Гейтсы и так далее, они вообще должны молчать. Кстати, вы обратили внимание, что Гейтс и еще несколько миллиардеров отдают часть своего богатства, значительную, не своим наследникам, а они отдают, как так сказать, на нужды человечества, они, как они говорят. Но, опять же, это рыжий все на публику. Какое человечество у Гейтса, у Баффета? Речь идет о том, что деньги сдаются в некий общак, и люди себе покупают место в будущем. Кстати, у нас есть тоже один олигарх, который сделал то же самое. Это Потанин. То есть человек присоединился, как когда нацисты пришли к власти, они говорили, присоединяйтесь, пока не поздно, к нашему движению. Вот Потанин присоединился. И это очень серьезная вещь. И в контексте того, что сказала Лагард, это некий призыв. И Лагард это сказала в контексте, я это связываю с ситуацией Березовский-Абрамович. Октябрь, очень интересная вещь. Охота на Клинтон, на Хиллари Клинтон. Убийство Стивенса. Стивенса не жалко, это человек, который был одним из организаторов убийства Каддафи. И то есть здесь можно по Шекспиру сказать, ступает равная сталь по назначению. Но дело в том, что все это было устроено, на мой взгляд, для того, чтобы подсечь позиции Клинтон. И обратите внимание, выбив Клинтон, а перед этим ушел Петреус, убрали людей, которые связаны с ельскими иллюминатами. Ельские иллюминаты, нужно сказать, что вообще ЦРУ создавалось в свое время. Там туда шли очень серьезные люди, интеллектуалы. И в основном это были выходцы из Ельского университета, из аристократических американских семей, из общества череп и кости. Это их монополия. И вот здесь их очень здорово подвинули. И одновременно их подвинули по другой линии. Вообще в современном мире, где все секретится, очень много информации можно почерпнуть в двух источниках. В желтой прессе, где проскакивают иногда фантастические просто вещи, а с другой стороны в специализированной литературе. Ну, например, «Аномальные атмосферные явления», журнал. Замечательный журнал. Там масса информации. Или, скажем, журнал, все, что связано с геоклиматической катастрофой, в скучных, специализированных журналах. Но они того стоят. Я вот в прошлом январе, в январе 2011 года, весь январь потратил на то, что прочел 3 учебника по геологии и геотектонике, чтобы просто как на дилетантском уровне разбираться. А остальное, сказать, что я не пойму, я могу там спросить у специалистов, у военных сейсмографов. Так вот, что произошло в апреле 2012 года, мы возвращаемся назад. В Америке создана секретная служба обороны, новая служба, называется она Defense Clandestine Service. Чем они будут заниматься? Они будут заниматься сбором информации за пределом зон военных конфликтов, то есть тем же, что и ЦРУ. Но подчиняются они Пентагону, а не ЦРУ. И получается, что Пентагон начинает заниматься политической деятельностью. С одной стороны, это соответствует мировому тренду. Мировой тренд сейчас совершенно очевиден. В мировом правящем классе резко увеличивается процент людей, выходцев из спецслужб и из военных структур. Это просто, вот сказать, совершенно железная вещь. Это видно по Израилю, это видно по Германии. В Германии прошла очень интересная реформа спецслужб. В
немецкие спецслужбы первые, которые официально ориентированы на борьбу с сетевыми структурами. И немцы в этом отношении имеют богатый опыт. Дело в том, что гестапо к 1934 году задавило коммунистов, и с 1935 года гестапо работало только по одному политическому противнику. Может, кто-то догадается, по какому? По масонам, совершенно верно. То есть они были вынуждены переориентироваться на сетевые структуры. И поэтому теперь, когда им сказано переориентироваться на сетевые структуры, этот опыт, бесценный опыт гестапо, а гестапо была очень небольшая по численности организаций, просто, сказать, немецкий народ так устроен, что это, сказать, такой стук всех на всех. Вот. Кстати, очень интересно, в Третьем Рейхе был один осведомитель на 200 человек, а в ГДР был один осведомитель на 100 человек. То есть ГДР в этом отношении была наши братья по соцлагерю. Приоритетные объекты оперативного интереса вот этого секретной службы обороны. Исламистские группировки, Северная Корея и Китай. Вот это те сферы, где эти люди будут работать. То есть это тоже оттеснение ельских иллюминатов. То есть смотрите, любое событие, которое происходит в мировой политике, у него есть первый уровень, это отношения людей, политических партий. Второй уровень – это финансовые структуры. И третий уровень – это закрытые общества, которые ведут свою длительную, многовековую, сказать, войну, борьбу. И очень часто это все вместе переплетается. И в результате возникает очень сложная картина. Причем для этой картины у современной профессорской профанной науки нет языка для объяснения. Более того, она просто не видит эти явления. Это так же, как, например, если бы одномерные существа увидели шар, как бы они его воспринимали? Как точку. Как шар они его не могли бы воспринять. Поэтому я все время говорю, нужна принципиально новая наука о современном мире. Следующая вещь, Сирия. Там ситуация зашла в тупик абсолютный, а Сирию, так сказать, оппоненты обломали зубы, потому что, во-первых, Асад был значительно менее самоуверенный человек, чем Каддафи, который не закупал оружие, который полагал, что если он дает деньги итальянцам и французам, все будет хорошо. Ему бы знать нашу практику начала 90-х годов, хотя бы из моего родного Люберецкого района, где если ты даешь деньги в долг, тебя первым же и прикончат. Кроме того, Каддафи, по-видимому, полагал, что если он занимает важное место в закрытых средиземноморских структурах, как маг пустыни, то это его спасет. Нет, не спасло. И Асад пошел по простому пути. Оружие, как в фильме «Белое солнце пустыни». Хорошо, когда есть кинжал, и плохо, когда его не окажется. Вот у Асада оказался кинжал. В Сирии все зашло в тупик. Но единственное, что произошло в Сирии интересного. Там возник новый субъект ведения военных действий, которого раньше не было. То есть там до конца спрессовался вот этот слой бывших афганцев, арабов, которые... Там ведь воюют странные люди. Вот у меня есть один знакомый, который туда регулярно ездит, и с которым я туда чуть не попал в ноябре, но МИД нам рекомендовал не ездить, а уж когда в январе можно было поехать, я уже не поехал. Он поехал и попал под снайпера, и 20 минут лежал под снайпером. Слава богу, остался жив. Ну так вот, он рассказывал, как они взяли там, он участвовал там в действиях, а до этого он месяц выбирался из Ливии после ливийских событий. Серьезный человек. Вот. И он говорит, взяли в плен, так сказать, из сирийской оппозиции. Оказалось, афганец, который думает, что он находится в Палестине и воюет против израильтян. И таких там, и говорит, это не исключение, это не исключение. Но самое главное, там сформировался тот субъект, который теперь вот после, и это проблема и для американцев тоже. А куда девать? Вот сейчас, так сказать, если в Сирии все рассосется, а куда девать этих людей? А куда им деваться? Кстати, сказать, прямой путь на Кавказ, между прочим. Да. Что еще? Из последних событий декабря 2012 года назначение Керри. Это очень серьезно. Когда-то Керри проиграл выборы, и у нас как-то к нему относились, несерьезный человек. Керри – это очень серьезный человек. Значит, кто он по происхождению? Значит, отец у него, их фамилия не должна смущать, потому что его отец поменял фамилию по шотландской деревне, где они жили. То есть по этой линии он еврей и очень приемлем для Израиля. Правда, он не галахический еврей, потому что отец еврей. Мать из династии Форбсов. Он очень богатый человек. Значит, бабушка по матери Уинтроп в родстве с 4 президентами США, включая Бушей. Это означает, что Керри, как и Буш, потомок Вильгельма Завоевателя. И это вам не Виндзоры беспородные, которые уцепились в свое время. Почему они так уцепились за Диану Виндзоры?
Я уже не говорю о том, что сомнительно, что Виктория дочь того человека, за которого она себя выдает. Просто это доказали два британских биолога в 90-е годы. Но если сейчас этому дать зеленый свет, то поскольку внуки, племянники Виктории сидят на тронах в Европе, то это обвалит всю династическую систему Европы. Поэтому все делают вид, что вот они этого не знают, не замечают. И зачем вам нужна была Диана? Отец Дианы – 10-й потомок Карла I, Стюарта. Стюарты – это потомки мировингов, первой европейской всерьез династии. Поэтому нужно было породниться этому, сказать, вот ушастику с Дианой, чтобы его сын уже был, вот тот, кто сейчас женился на Кейт Миддлтон, чтобы он был и по линии мировингов. Именно он, потому что Гарри – это не сын Чарльза, это сын майора из Ми-6, охранника Дианы. Поэтому Гарри так себя эпатажно и ведет, потому что он знает правду, и Королевский дом знает правду. Вот. Ну, Диана им очень сильно насолила, и вы знаете, что королева запретила Кейт Миддлтон называть дочку Дианой. Потому что Диана действительно им очень насолила. Она вовсе не бедная овечка, какой она себя любила представлять. Так вот, значит, Керри – это родственник целого ряда монархических фамилий Европы и, что самое главное, Ближнего Востока. И разговаривать с ним будут, конечно, не так, как с Клинтон, которая выскочка обычная и которая не котируется даже в американском правящем классе, эта чета не котируется. Я уж не говорю, как сказала Клинтон, нас презирают даже Кеннеди. Что имеется в виду? Кеннеди сами не из верхов, и поэтому семью Кеннеди наказывали в течение жизни 3 поколений, чтобы показать всем остальным. А Клинтона, получается, еще ниже. Кроме того, Керри прошел, он учился в школе Святого Павла, это самое старое частное заведение американское. Дальше, когда он учился в университете, в колледже, он активно участвовал в кампаниях Кеннеди. Он относился к англо-ирландскому клану, он их поддержал. Потом он учился в Йейле и вступил в общество череп и кости и контактировал с Бушем, тем более, который его дальний родственник. То есть Керри – это человек, с которым будут совсем по-другому разговаривать во всем мире. И это такое стопроцентное попадание для американского истеблишмента. Что еще по событиям прошлого года? Нас все время пугали концом света 2012 года. Но на самом деле в 2012 году произошло несколько важных событий, которые будут иметь последствия 15-20 лет. Значит, во-первых, 11 апреля 2012 года произошло 2 страшных землетрясения около Суматры, причиной которых был раскол индо-австралийской плиты тектонической. Вообще на протяжении жизни человечества первый раз раскалывается плита. Когда Атлантида затонула, это был локальный мелкий, сказать, такая трещинка, которая ничего не раскалывала. Здесь 4 трещины более чем 100 километров каждая. Геологи, поскольку это первый раз такой, геологи не знают, к каким последствиям это может привести, но последствия явно будут. Хотя, может быть, не в ближайшие 5-6 лет. Следующая вещь. Ураган Сэнди. Ураган Сэнди открыл новую эпоху в ураганах, потому что раньше радиус ураганов был, самое большое, 400-500 километров. Сэнди – это 1500 километров. Связано это с остыванием Атлантики в районе Гольфстрима. Остывание это было которое подхлестнуло взрыв на Deepwater Horizon, вот это вот то, что произошло в Мексиканском заливе. Кстати, очень интересная вещь. За неделю до взрыва Goldman Sachs банк продал 44% акций BP на 280 миллионов долларов. А банки Варшавия и еще один банк известный, швейцарский, они продали, соответственно, 97 и 98% BP. Когда им сказали, зачем они делают, они сказали, это такие экономические причины. И через неделю шарахнул вот этот взрыв, который привел к очень серьезным последствиям для Гольфстрима, и, сказать, целому ряду других неприятных вещей, о которых сейчас просто нет здесь, это не та тема. Так вот, Сэнди, по мнению климатологов, открыл новую эпоху в ураганах. Причем Соединенные Штаты – это одна из самых уязвимых территорий на планете к различным климатическим неприятностям, в отличие от территории России, кстати. И, наконец, еще одна вещь. Поскольку в августе 1999 года резко увеличилась скорость движения полюсов Земли, она, сказать, эта скорость нарастает. У нас все время говорят о потеплении глобальном.
идет, астрономы считают, что совсем другое идет, и что 25-й цикл Солнца, он будет похож на 23-й, который был связан с малым ледниковым периодом. То есть целый ряд изменений говорит о том, что надвигается геоклиматическая катастрофа. Причем у нас обычно, сказать, очень много спекуляций на эту тему. Это глобальное потепление, это там планета, точнее коричневый карлик Нибиру. Да, он существует, коричневый карлик Нибиру, но никто не знает, каково его воздействие. А вот то, что каждые 11,5 тысяч лет наша планета проходит процесс перестройки, это вещь совершенно реальная. Есть такой сайт Geostrategy 21, Geost 21, но странная вещь, его то открывают, то закрывают. Я в свое время успел скачать доклад кандидата военных наук Смотрина о климатической ситуации на планете. Это очень интересная вещь. Значит, и Смотрин там хорошо очень показал, что вот этот процесс планетарной перестройки, который начался в начале 20 века и закончится в 30-е годы 22-го, но активная фаза приходится на 1999-2034 год примерно. То есть мы оказались в фазе активной планетарной перестройки с изменениями климата и многими другими вещами. И на это же время попадает очень серьезный социальный кризис мировой перестройки. То есть мы получаем то, что я когда-то назвал кризисом-матрешкой. Ресурсный кризис, социальный кризис, социосистемный кризис. Здесь финансовый кризис – это, так сказать, такой пустячок по сравнению с остальным набором. И по мнению всех специалистов, единственной стабильной и ресурсообеспеченной зоной на ближайшие 250-300 лет будет Северная Евразия, то есть территория нашей страны. На Западе 40 лет уже занимаются в закрытом режиме проблемой вот этого серьезной планетарной перестройки. Но в 2011 году карты были выложены на стол, и Институт Брукингса и Лондонская школа экономики обнародовали проект, который они делали в течение 3 лет. Думаю, что насчет 3 лет они приврали, думаю, они значительно больше им работали. Проект называется очень интересно. Проект внутреннего перемещения. Речь идет о переселении больших масс народа, населения с Северной Атлантики в Северную Евразию. И проект этот, в этом проекте отработаны кибернетические модели, какие болезни вспыхнут в результате, каким экологическим последствиям это приведет. И в этом контексте мне совсем не странным кажется фраза Обамы, которую он сказал в мае 2011 года. Он сказал, 21 век будет веком возникновения новых наций путем серьезного смешения. А какое может быть смешение? Только в результате серьезного переселения народов. Я согласен с теми специалистами, историками, демографами, которые полагают, что мы находимся действительно на грани нового переселения народов. Потому что если, скажем, африканские товарищи побегут на юг Европы, их ничто и никто не остановит. В этом отношении ситуация 21 века может оказаться очень похожей на 5-6 века, но только если учесть, что в мире есть бактериологическое оружие, ядерное оружие, это может все выглядеть значительно веселее. Я всегда говорю своим студентам, мы живем не в самые, конечно, веселые времена, но в очень интересные времена. И единственный способ жить в такие времена – это не верь, не бойся, не проси и, сказать, будь готов встретить судьбу и не убегать от нее, потому что если будешь убегать, она тебя все равно догонит и догонит в очень такой неприятный для тебя момент. Но если говорить о том, что нужно в таких ситуациях, ну, конечно, нужны воля и разум. Воля – это, так сказать, готовность порвать врага, даже если у него автомат, а у тебя даже винтовки нет, как это делали наши отцы и деды в 1941 году. Разум – это адекватное понимание ситуации. Вот здесь дело обстоит очень и очень плохо. Римский клуб одной из глобальных проблем называет неосознанность происходящего. Это при том, что Римский клуб сам сделал очень много для этой неосознанности. Я всем очень рекомендую книгу Павленко «Миф об устойчивом развитии». Автор Павленко. Там очень хорошо показано, как в 60-е и 70-е годы западная элита под разговоры о необходимости противостояния экологической угрозе задурила голову советской элите и втянула ее в диалог, в котором выиграть было нельзя.
И вот это втягивание советской элиты, которое закончилось Горбачевщиной, оно началось в 60-е годы, точнее в конце 60-х годов, после того, как мы сделали Чехословакию, стало ясно, что Советский Союз несокрушим извне, и была сделана ставка на удушение Советского Союза в объятиях через интеграцию номенклатуры, так сказать, в западную публику. Что и было сделано, особенно после 1973 года, когда в 1974-1975 годах, после нефтяного кризиса, Советский Союз пришло, об этом очень мало пишут, неучтенных 170-180 миллиардов долларов. По нынешним ценам это 1 триллион. Они были вложены в теневую экономику, в западную экономику, и те люди, которые вкладывали эти деньги, но они через 10 лет потребовали политической власти, то есть превращения этих средств во власть. И очень интересно, что по мемуарам нынешних помощников Горбачева, а также таких людей, как Шеварнадзе и прочих, которые уже ничего не боятся и рассказывают разные разности в своих интервью, можно вычислить, что именно в середине 70-х годов была создана та команда, которая должна была валить Советский Союз. Именно когда пришли эти деньги, когда стало ясно, что можно создать экономическую базу для нового класса собственников. Так вот, что касается картины мира. Проблема заключается в том, что современное обществоведение не отражает мировую реальность. Смотрите, социология. Базовый объект изучения социологии – гражданское общество, которого в большей части стран нет, да оно и на Западе отмирает. Политология изучает политику и государство, но политика на Западе превращается в комбинацию шоу-бизнеса и административной системы, и появление таких фигур, как Шварценеггер в качестве губернатора Калифорнии – это первая ласточка. Этого будет все больше и больше. Или Кличко в качестве мэра Киева. Гражданское общество тоже скукоживается. Иными словами, те науки, на которые у нас была, почему-то не у всех, но очень у многих в 90-е годы, сказать, многие полагали, придет социология и политология, вот она нам все объяснит. Еще, и добавок к всему, еще религиозная русская философия, которая устарела уже в конце 19 века, вот она нам все объяснит. В результате сейчас возникла ситуация, когда, и на Западе, кстати, такая аналогичная ситуация, когда нет адекватного понимания современных процессов. Знания есть на Западе. В свое время покойный Александр Александрович Зиновьев, поскольку я часто довольно преподаю в Америке, но мне было интересно, он же 20 лет прожил на Западе, мне было очень интересно его точки зрения. Я спросил его, как в университетах американских? Он говорит, такие же идиоты, как у нас. Это правильно, абсолютно. Это, так сказать, специалисты по шестому волоску в левой ноздре и больше ничего. Говорит, а вот серьезные люди работают в закрытых структурах. Он говорит, но они занимались, он говорит, я вот общался с людьми, они, говорит, изучали Советский Союз, 1200 структур, кстати, изучал Советский Союз. А у нас был только один институт США и Канады, где половина была агентура влияния, а половина тряслась, что визу не дадут в Америку. Поэтому молчали в тряпочку и писали про разные разности. Кстати, сейчас все то же самое. Так вот, там было 1200 структур. Но серьезные структуры изучали, как сказал Зиновьев, он хорошую очень метафору привел. Он говорит, понимаете, говорит, они изучали, он говорит, можно слона изучать как зоолог. Вот у него мозг, вот у него там пищевая система, вот кишки. А они изучали, как охотник изучает слона, чтобы завалить его с одного выстрела. Один выстрел, один труп. А еще лучше один выстрел, два трупа. Вот нам нужно такое же знание обо всех наших оппонентах и прежде всего о нас самих. Я очень не люблю, когда начинают сюсюкать по поводу тайн русской души. Зиновьев тоже очень хорошо сказал, что такое русская душа. Это, говорит, русский бардак в рамках одной головы. То есть мы очень часто себя оправдываем тем, какие мы духовные и так далее, и так далее. Вот. Нам нужно такое абсолютно беспощадное знание о самих себе и о мире. И чем быстрее это знание будет создано, тем лучше. 4 февраля 1931 года Сталин сказал, что если мы не пройдем за 10 лет тот путь, который прошли западные страны, за 100 лет нас сомнут. Мы прошли в 1937 году, уже Советский Союз имел автаркию военно-промышленную по отношению к Западу. Сейчас ситуация острее. Во-первых, нам нужно создавать новую науку об обществе, а во-вторых, нам нужно создавать очень серьезный психоинжиниринг. Что показало, вот в чем значение арабской весны, так называемой. У нее много аспектов, но в арабской весне впервые американцы пробили очень важную стену, над которой они бились 30 лет. 30 лет американские социопсихологи, психоисторики думали, как пробить общество с нехристианской, незападной культурой. Но не работают модели западные на
на ислам, да не только на ислам. Как сказал мне один, так сказать, человек, который представился юристом, когда я преподавал в Штатах в 2008 году. Ну, ясно, это юрист, сказать, у меня сомнений, что это ЦРУшный человек, очень умный человек, толковый. Вот. На преподавателя, так сказать, юрфака он никак не тянул, значительно умнее, чем стандартный преподаватель. Вот. И он мне говорит, вы знаете, какая штука? Говорит, а не действуют на славянских детей, в частности на русских, наши стрелялки. Я говорю, почему? У меня был готов ответ, но он ответил очень грамотно. Я бы также ответил. Он говорит, у вас другая смеховая культура. То есть, что, я его спросил, вы имеете в виду то, что в русской смеховой культуре может быть одновременно страшно и смешно, а в западной нет? Он говорит, абсолютно точно. Я говорю, ну и что вы будете делать? Он говорит, мы сейчас нашли дюжину ваших психологов, которые адаптируют наши стрелялки к вашим схемам. Значит, чего добились арабской весной эти ребята? Они теперь работают, они нашли способ бить не по социальной психологии, а сразу перепрыгивать социокультурный и социопсихологический барьер и выходить на уровень психобиологии. То есть это удар по психике, это удар по психосфере, минуя вот эту культурную составляющую. Это прыжок вот в психобиологию. И это было отработано с помощью, ведь вспомните, как развивались события в Тунисе или в Египте. Это классический флеш-моб, смарт-моб. И это все очень-очень управляемо. И в этом плане очень интересна дискуссия, которая была между Киссинджером и Обамой. Киссинджер сказал, Обама не прав, нужно было сначала подготовить новое поколение лидеров, а потом валить Мубарака и Бен Али. А Обама-то был прав. Дело в том, что для того движения, которое они сейчас затеяли, не нужны лидеры. Это безлидерское движение. Флешмоб не предполагает этого. А для организации, так сказать, хаоса и исламистов хватит. То есть, поскольку Америка перенапряглась и уходит из Ближнего Востока в прежнем качестве, им нужна передышка. А передышка нужна, только идти нужно так, чтобы никто этим не воспользовался. Для этого нужен управляемый хаос. Лучше, чем исламистов, найти кандидатуру на управляемую организацию управляемого хаоса невозможно. Но было две страны, в которых исламисты были либо слабы, либо они сидели тихо. Это Ливия и Сирия. Поэтому Ливию и Сирию завалили. То есть здесь все очень просто. Иными словами, два направления становятся очень-очень принципиально важными. Это направление, которое я условно называю психоисторическая борьба. Это психоинжиниринг двух видов. Воздействие на толпу и воздействие на элиты. Это очень важная вещь, потому что достаточно элиты, правящие, поставить под ложный поток информации. Все, дальше можно делать с этими группами все, что угодно. Если ты сформировал, так сказать, ложную картину, это как в фильмах, когда, там, скажем, грабят банки, когда, так сказать, компьютер отключают, там такая статичная картина, там уже люди все выносят, последние мешки, а, так сказать, охранник хлопает и смотрит, что все хорошо. Вот то же самое происходит с наукой. То есть одна из главных задач сейчас – это создание принципиально новой социальной науки, которая позволила бы нам не просто знать, а понимать процессы, которые идут в мире. Я хочу напомнить, что в 1927 году Сталин отправил на Запад группу из своей личной разведки, которые 4 года шерстили архивы, за денежку подкупая, так сказать, людей. И за 4 года они выявили все связи родственные, финансовые европейской верхушки. Кстати, Гитлер, когда пришел к власти, он сделал то же самое. Но до Гитлера, например, что меня поразило, никакого Гитлера еще нету у власти, 1931 год, военно-морская разведка Германии. Нужно сказать, что ядром вообще всех разведок мировых, серьезным, являются военно-морские разведки. Так сложилось. Потому что первая военно-морская разведка была у британцев, и нужно было им противостоять. Так вот, военно-морская разведка Германии в 1931 году закончила проект, они за 2 года его смастырили, они составили полный список всех частных и государственных антикварных коллекций, коллекций искусства. В 1939-1940 годах нужно было только машины подгонять по указанным адресам. Вот это называется работа на опережение. Вот сейчас нужна такая же работа на опережение по анализу современной ситуации. Нужна очень серьезная, не скажу, что это наука, дисциплина, нужна очень серьезная наука, научная программа по изучению мировой верхушки, по изучению низовых мировых процессов, то есть по изучению всего того, что происходит в мире. Но сказать легко, нет понятийного аппарата, нет языка. Нам говорят, например, там, Советский Союз, тоталитаризм. Что такое тоталитаризм? Начинаешь разбираться, это не научное понятие. Например, говорят, государство, бюрократия. Все эти понятия, они работают только на очень небольшом отрезке.
Вот я недавно отанонсировал в журнале «Однако». В журнале «Однако» у меня есть рубрика такая «Книжные анонсы» в каждом номере. Я отанонсировал одну лучшую, на мой взгляд, это одна из лучших книг о Японии. У меня одна из работ, я заведую отделом Азии и Африки в Институте научной информации по общественным наукам. 30 лет уже заведую. И мы издаем журнал «Востоковедение и африканистика», то есть мы реферируем западную литературу о Востоке. То есть я примерно знаю, что пишут о Японии. 30 лет я на этом сижу. Я должен сказать, что книжка, которую мы отанонсировали, «Вольферен. Загадка японской власти», одна из лучших книг. Что он пишет? Его японцы, кстати, ненавидят за эту книгу. Он голландец, 20 лет прожил в Японии. Что он пишет? Он пишет, что в Японии нет общества, в Японии нет государства, в Японии нет политики. Что есть в Японии? Он говорит, я говорю честно, у меня нет понятийного аппарата. В Японии есть японская система. И дальше он на пальцах показывает, как действует японская система, где у нее болевые точки. Вот на чем я хочу закончить. Нам нужна наука, которая покажет, где болевые точки у противника, чтобы сработать по снайперскому принципу. Один выстрел, один труп, а еще лучше 2 трупа. Не могли бы вы рассказать подробнее о практическом аспекте работы сборского клуба? Как вы вообще его видите? Это первый вопрос. А второй, на базе чего можно было бы создать альтернативу таким вещам, как Бергмановский центр, например, который занимается... Вот. Что касается Изборского клуба, он в самом начале своего становления, вообще лучше этот вопрос задавать Александру Ильичу Проханову, у которого, кстати, 26 февраля был юбилей, 75 лет. Вот. И я думаю, что этот вопрос лучше задавать ему. Пока что Изборский клуб готовит серию докладов. Как в России часто это происходит, русские медленно запрягают, но быстро ездят. Ну, посмотрим, запрягаем пока медленно, надеюсь, поедем быстро. Что касается второй вещи, как создавать центры типа Бергмановского, это, так сказать, абсолютно... Кстати, Бергмановский центр, вот не только разрабатывал нам программу нашего образования, он разрабатывал схему благосферы, твиттерных, совершенно верно. Вы знаете, я когда занимался арабскими революциями, меня, естественно, при том, что я занимаюсь Востоком, но меня арабские революции интересовали с только одной точки зрения – мировая борьба за власть, информацию и ресурсы. Я посмотрел, какие деньги вбухивались в структуры, изучающие арабскую благосферу. Как вообще фантастические деньги вбухивались. Значит ли, что этому нельзя противостоять? Нет. Тоже то, что делают они, можно делать за меньшие деньги, как у Высоцкого. А наши ребята за ту же зарплату уже многократно уходят вперед. Кстати, я не случайно привел пример хоккея. Ну, я просто человек двинутый на хоккей, правда, не на нынешнем, а на, сказать, прежнем, советском. И я по, сказать, роду работы, поскольку вот я занимаюсь организацией науки, но я очень люблю читать наших тренеров, наших режиссеров, то есть людей, которые занимаются организацией. И вот когда я читал про Тарасова книгу, про великого нашего тренера, значит, в 1955 году Тарасов поставил задачу сделать канадских профессионалов. В 1955 году. Он понимал, что это очень сложно, потому что он разбил хоккей на 3 показателя А, Б, С, то есть силовая борьба, техника, сила и точность бросков. И он, с сожалением, констатировал, что мы по всем этим параметрам уступаем канадцам, и если мы будем тягаться с ним, если мы будем догонять, догоняющий никогда не догонит. И тогда он сделал такую вещь. Он написал А', Б', С', а потом еще добавил А', 2', Б', 2' и так далее. Что такое? Скорость. За счет чего скорость? Первое, скорость перемещения, и второе, скорость за счет коллективной игры. Когда наши сделали канадских профессионалов в первой игре 7-3, тогда знаменитая эта серия, Эспозито сказал, что он часто терял шайбу из виду советских хоккеистов. То есть надо действовать нестандартно. Но это все, конечно, сказать, легко говорить, но я думаю, что при той организации, понимаете, в чем сила вообще, здесь вопрос, он затрагивает, в чем сила западной элиты. Это действительно очень серьезный противник. Это не значит, что их нельзя бить. Сталин бил, значит, сказать, можно. Так вот, в чем сила западной элиты? Ну, во-первых, это 400 лет отбора определенного человеческого материала. 400 лет. Ведь что такое были масонские организации в 18 веке? Там готовили человеческий материал, который должен был взорвать Европу. И подготовили. Что такое была энциклопедия просветителей? Это было первое психоинформационное оружие, которое за 50 лет разоружило французскую элиту и заставило ее принять революцию. Ведь они приняли революцию. Ведь как интересно
готовилась французская революция, масоны заказали человеку, которого звали Адриан Дюпор, неизвестно, был он масоном или нет, исследование, как начать французскую... Там было 3 вопроса. Он получил грант на исследование. Значит, 3 вопроса. Первое, как начать революцию, чтобы никто не помешал. Второе, европейские монархи, они вмешаются в первые 2-3 года. И третье, как руководить революционным процессом. Дюпор сказал, что начать революцию нет ничего проще. Нужно созвать генеральные штаты, которые не созывались аж с начала 17 века. Это традиционный институт, и никто не заподозрит. Но нужно, чтобы все депутаты приехали на генеральные штаты с одинаковыми наказами. Наказ Лекайе, тетради. И они приехали с одинаковыми наказами, потому что, так сказать, масонерия хорошо поработала. Вторая вещь, он сказал, нет, монархи не поймут, в чем суть. Они первые 2-3 года не сунутся. А третье, единственное средство управления революционным процессом, сказал он, оно страшное, но это единственное, это революционный террор, который будет затягивать все больше и большее количество людей. Он получил свои деньги, умер в своей постели в начале 19 века. Вот так готовятся серьезные вещи. Что еще характерно для западной элиты? Я ни в коем случае не идеализирую ни Киссинджера, ни Бжезинского, но это в качестве примера. Смотрите, во-первых, оба они профессора. Во-вторых, поработали профессорами, они идут работать в большую политику, в мировую. Ушли из мировой политики, занимается, так сказать, юридическая фирма, бизнес. То есть эти люди работают в разных сферах. Интеллектуальная сфера, бизнес, большая политика. Как известно, чем в большем количестве сред существует та или иная система, тем она сложнее и сильнее. У нас среди наших политиков есть какие-то люди, которые могли бы, я иногда вот так вспоминаю нашего Николая Ивановича Рыжкова, я сейчас не говорю, там, Горбачев предатель или нет, но вот психотип Горбачева, ну и поставить его рядом с Киссинджером или Бжезинским. Но это как к тому же Высоцкому, как школьнику драться с отборной шпаной. Это люди, которые отбирались системой. И нужно сказать, что после 1945 года западная элита вообще озаботилась, чтобы не было таких людей больше, как Гитлер, который в 1939 году соскочил с крючка. В этом отношении очень показательна судьба Обамы, который поступил в институт, и сразу же его выделили как перспективного, и в группе из 8 человек его придали Бжезинскому, который с ними работал. Вообще нужно сказать, что отбор элиты, скажем, в тех же американских школах, он идет очень грамотно. Я могу сослаться на тот пример, который я хорошо знаю. Когда я жил в Америке, у меня сын учился в американской школе. И хорошая школа была нормальная, государственная. Пятерка там была 92,4%. Когда он перевалил за 100, его вызвали к заучу и сказали ему, давай мы подпишем сейчас с тобой договор, ты наберешь 128 баллов, если за 10-11 класс, то ты выбираешь университет, ты выбираешь кафедру, они за тебя платят. Сын сказал, что мы уезжаем через полгода. Я на следующий день пошел в университет, где я преподавал, и Эммануилу Валерстайну, с которым мы писали книжку по методологии истории, это основатель миросистемного анализа, говорю, вот смотрите, какая вещь. Он говорит, а вы думаете, для вашего сына делается? Он говорит, нет, система работает по-другому. После событий 1968 года главная задача американской школы – вырастить человека с амбициями телевизор и банка пива. Но в то же время в среднем классе появляются ребята физически сильные, волевые, умные. И задача системы – решить 2 проблемы с ними. Первая – изъять их в качестве лидеров потенциального протеста среднего класса. И второе – поставить на службу 2%, которые живут вверху. Говорит, все определяется этим. То есть западная система отработала, и эта система работает с 16 века, ее венецианцы внедрили в Англии, эта система работает. И вот эта элита, которой 400 лет, у нее тоже, так сказать, у нее есть свои слабые места, они там грызутся между собой, у нее есть уязвимые места, но это очень серьезное, это главное, вообще западная элита, это главное цивилизационное достижение Запада, потому что эта элита носит мировой характер. Как-то забывают одну вещь. Вот когда мне начинают говорить, что разговоры про закулису – это конспирология дешевая, я категорически с этим не согласен. Дело в том, что без того, что неудачно Иван Ильин назвал закулисой, капитализм не может воспроизвестись. И вот почему. Дело в том, что капитализм как экономическая система – это мировой рынок, это единая система. А политически это совокупность государств. Но у буржуина во Франции есть интересы в Англии, а у того, кто живет в Англии, есть в Германии. И они могут их реализовать, только нарушив законы своей страны и чужой страны. Значит, первое, им нужна организация надгосударственная, наднациональная, а второе, закрытая. То есть то, что называют закулисой, это нормальное функционирование капиталистической системы. В профессорско-профанной науке существует только капитал и государство.
но нет самого главного. Наднациональных структур, которые решают долгосрочные проблемы этой системы и снимают базовые противоречия между капиталом и государством. И вот эта циркуляция элит, университет, внешняя политика, бизнес, она настолько делает их серьезными людьми, плюс огромные финансовые вливания, потому что университеты американские, они решают две проблемы. С одной стороны, для массовки это скрытая форма безработицы. Я насмотрелся в американских университетах на 40-летних студентов. Просто выгодно держать человека. Ну хорошо, он перебесится, а потом, когда он за 40 уйдет из университета, он уже социально не опасен. А с другой стороны, это выдергивание людей, которые могут служить правящему классу. Некоторые не выдергиваются, их уничтожают, их сажают на наркотики, их компрометируют, их давят там через, так сказать, обвинения в политической некорректности. Но есть огромное количество вот этих структур, которые подпитываются государством, капиталом, закрытыми обществами, типа там череп и кости. И здесь мы имеем дело не с одним Бергмановским центром, мы имеем дело с матрицей. Значит, нужно всерьез работать, как это делал товарищ Сталин, искать уязвимые места, работать на их противоречиях. Когда Сталин сыграл на противоречиях Ротшильдов и Рокфеллеров, это был очень сильный ход. Но нужно этим заниматься. Ведь, понимаете, у нас что произошло? С середины 50-х годов у нас перестали изучать капитализм самостоятельно. Мы начали переводить сначала коммунистов, потом стали переводить просто левых, потом вот эту всю неолиберальную шантропу типа Хайека и Поппера стали. У нас смешно, но когда ты начинаешь в академическом сообществе говорить о проблемах капитализма, тебе говорят: а ты что, марксист, что ли? Вот. То есть, если ты занимаешься теорией капитализма, ты, значит, так сказать, марксист. Вот. Поэтому противостояние таким, так сказать, структурам, ну, во-первых, конечно, эффективно это может организовать только государство. Но здесь еще одна проблема. За 20 лет, вот я сейчас возмущался своими студентами 5-го курса на одном факультете МГУ, не буду называть какой, 5-й курс. Такое впечатление, что 4 года прошли, 5-й курс, 1-й год магистратуры, прошли совершенно, так сказать, бессмысленно. Вот что мне нравится в американских студентах, при том, что вот они могут прийти, они ничего не понимают, но я за многие годы преподавания, я начал в Америке преподавать с 90-го года, я ни разу не столкнулся с студентом, который пришел неподготовленным на семинар. Ни разу. Он ничего не понимает. Он работает по принципу, знаете, как американские врачи работают, когда приходишь к нему и говоришь: голова болит, он тебя сразу на томографию посылает, чтобы исключить рак мозга. Дальше, потом ты идешь дальше, потом уже голова... А купить лекарства нельзя. Это также, или так, скажем, американцы, у тебя забрахлил чуть-чуть мотор, он не будет копаться, он выбрасывает, дает тебе другой мотор. Вот. Американские студенты также устроены. Их завести нельзя на интерес, если там ты им в лекции про их там страну или про что-то начнешь какие-то иллюстрации из палеонтологии там, или из чего-то еще, из астрономии, это у них гаснут глаза, у наших не гаснут, но наши студенты на 90% они приходят неподготовленные на семинар. Они живут по принципу: от сессии до сессии живет студенту весело, а сессия всего 2 раза в год. Вот. О чем это говорит? То, что у них общество профессионалов, а у нас общество любителей. У нас общество профессионалов, может, я опять же хоккейную аналогию приведу, у нас профессиональная была команда ЦСКА и сборная, а остальные, так сказать, очень плохо. Значит, этого поменять невозможно. Значит, нужно исходить из суворовского принципа, работать не числом, а умением, пытаться создавать такие структуры, работать, объяснять власти. Сейчас хорошо ситуация, власть поняла, что судьба Милошевича, Каддафи и прочих — это, так сказать, реальная вещь, и поскольку, так сказать, такую судьбу не хочется, власть начала себя вести по-другому.